Привет, с вами Митя. Сегодня мы будем рисовать голову Гудона, экарше, простым карандашом. Погнали! Начинаю рисунок с того, что намечаю большие отношения, пропорции. Засечками обозначаю верх и низ головы и компоную примерно ее объем в лист. На первом этапе рисунка уделяю большое внимание силуэту формы. Чем лучше, чем точнее мы его найдем, тем проще нам будет вести рисунок в дальнейшем. Использую вертикальные и горизонтальные линии для построения, сравнения и анализа формы. Больше о построении головы смотри в видео «Как строить голову». Ссылка появится в подсказках в правом верхнем углу. В этом рисунке я использую три разных карандаша по степени твердости. Это 2B, 6B и 8B. Это тот набор карандашей, которыми мне удобно рисовать, и ими можно нарисовать все что угодно. Вам совсем не обязательно иметь все карандаши по степени твердости. Важно в рисунке видеть и знать форму предмета. На первых занятиях, когда я занимаюсь с учеником или ученицей, самой большой ошибкой у них можно выделить это копирование и подражание светотени предмета. В самой по себе светотени нет ничего плохого, но когда человек просто копирует пятна тона, не задумываясь о том, что он рисует форму, на мой взгляд, это тупиковый путь развития художника. Первым делом я рассказываю о форме и переключаю видение с условно назовем его пятновым на форменное. Только после такого переключения восприятия начинается настоящий прогресс, и человек сам начинает анализировать, выявлять форму и получает от этого процесса настоящее невероятное удовольствие. Но, конечно, в рисовании человека без знания анатомии, увы, никак. Так что качайте книжки Бамеса и вперед копировать рисунки. Скажите спасибо предыдущим поколениям художников, что вам не нужно резать трупы и делать с них зарисовки, чтобы что-то понять. Так что не ленитесь. Важно вести рисунок постепенно, равномерно проявляя его на листе, не зацикливаясь на деталях, чтобы они не выскакивали, не выделялись на фоне всего рисунка, так как такой дисбаланс в листе будет мешать вести рисунок дальше цельно, поэтому так важно сохранять правильную поэтапность в рисовании. Напомню о принципах построения объема в листе. Ближе к источнику света я уплотняю тон, делаю рисунок контрастнее, насыщеннее. От источника света я тон увожу, не набираю его так сильно, так активно, списываю, теряю. Ту форму, которая находится ближе всего ко мне, я выделяю ее активнее, набираю тон темнее. Ту форму, которая уходит от меня в глубину, я списываю, растворяю. Заходи в плейлист «Основы академического рисунка». Там я постепенно, с основ, даю упражнения, по которым можно подтянуть свои навыки в рисунке, на каком бы уровне ты сейчас не находился. Ссылка на плейлист появится в правом верхнем углу в подсказках. Sometimes the way it sounds might hurt, but it's all good, cause as long as we together and as long as it's clever, I don't care about the weather, let it rain.
Me and my conscience had a talk today. Told me when I see the trouble, better walk away. Wait, sometimes you gotta space out. Sometimes you gotta change route. Sometimes it's gorgeous. Sorta like the suspect. Sorta like you gotta get it. Sorta like it's not a riddle. Один из моих учителей, кого я считаю своим учителем, был Павел Чистяков. Так вот он говорил: рисуя на глаз, смотри на ухо. Что это вообще значит? А значит это то, что когда мы переведем свой взгляд на ухо, рисуя при этом глаз, то сам глаз мы увидим обобщенным, расплывчатым, не в фокусе. Таким образом, мы сможем ухватить большое отношение формы и передать ее, не вдаваясь в излишнее копирование деталей, поверхность формы. Сможем передать ее полноту, объем. Овладевая искусством обобщения формы, мы постепенно будем подбираться к сути изобразительного искусства, а именно к транслированию и передаче непосредственно образа, предмета, жеста, рисунка или картины в целом. Но чтобы делать это на должном уровне, нам нужно уметь изображать задуманное. Вот для этого мы и учимся рисовать простые геометрические фигуры и движемся к сложным многофигурным композициям. На этом канале я буду делиться с вами своим опытом, и вместе мы будем учиться и совершенствоваться в изобразительном искусстве. Так что подписывайся на канал, если еще не подписался, ставь колокольчик, чтобы YouTube уведомлял тебя о выходе новых видео. Делись им, конечно же, с друзьями, но мы еще продолжаем рисовать. Stop. Heavy rain drop here. What just what all the rain and night light so loud and clear. What just felt your Двигаюсь по рисунку сверху вниз, постепенно уточняю и выкристаллизовываю форму. Слежу за тем, чтобы не зацикливаться на каком-то одном месте, детали, а перемещаться по всему рисунку равномерно, выявляя его форму. Время от времени использую ластик для уточнения и формирования рисунка. Стоит поменять свое отношение к нему как к средству удаления помарок и ошибок и прибавить потенциал полноценного равного карандашу инструмента, которым мы не в меньшей степени пользуемся для построения объема и полноты формы. Хочу сказать вам, что на одном рисунке не получится научиться рисовать. Со временем количество рисунков должно перейти в их качество.
Это простая формула таланта человека. Так что открывай плейлист с уроками по рисунку, ставь себе аналогичные постановки и вперед шуршать карандашами. Ну а с вами был Митя, доброго всем здравия!